Всем доброе утро. У нас сегодня с утра -4, ночью вроде бы было -7. Ну, так, немножко мороз есть. Вот, закончились у детей каникулы. Уже пошли в школу. Каникулы почти я ничего не снимала, потому что мы ничего не делали. Вот действительно ничего не делали, даже по 3 дня, наверное, не выходили из дома, никуда не ходили, просто хотелось вылежаться, отдохнуть, как-то провести время с семьей дома. У нас и не было запланировано никаких ни поездок, ни походов. Единственный поход, который мы совершили, это мы сходили, проверили всем зрение. Вот, поехали в центр и все, больше никуда не ходили. Даже, по-моему, в магазин раз или два вышли, и все. Вот, отдыхали, как говорится, от души. Меня даже муж освободил от кухни. Я ничего не готовила, даже посудомойку не ставила. В общем, отдых удался, потому что отдых, он не всегда может быть активный, он может быть и пассивный. Всему свое время, потому что следующие детские каникулы у нас уже запланированы, распланированы. Там уже отдыхать особо некогда будет. Вот такие вот у нас делишки. Снег почти растаял, так где-то чуть-чуть на домах, чуть-чуть на траве остался, но в принципе уже снега нету. И обещают вроде бы к пятнице ночью 0, а днем +5. Я надеюсь, что весна уже вернется и окончательно. Кто смотрит мои видео, напоминаю, такой маленький анонс. Завтра 1 марта, и я завтра пойду на продуктовую закупку. И все сниму и расскажу, как изменились цены за месяц. Забегая наперед, скажу, что я заметила изменения. По крайней мере, в одном продукте цена скаканула прям ух. Но, в общем, это все завтра подробно покажу и расскажу. Сейчас заведу собаку домой и схожу в магазин. Хочу купить сладкий перец, потому что у меня нету семян сладкого перца, а уже надо закладывать их на рассаду. Вот, у меня такой острый перец есть. Ну, помидоры, огурцы. Ну, вроде бы помидоры, огурцы еще рановато. А перец уже сладкий надо закладывать. Не хочу посадить, ну, не знаю, может, там 5-6 кустиков. У нас сладкий перец только муж ест, поэтому для него хочу посадить. Поэтому сейчас заведу собаку домой и пойду в магазин за сладким перцем. Вот смотрите, когда люди переезжают или уезжают, или заезжают в дом, то вот так вот между деревьями вешают такую нитку, веревку, и на ней пишут, вот, что не ставить машины 28.02 с 8 до 18. Просьба. Это к нам в дом заезжают новые соседи, и они нам прислали письмо по поводу того, что они к нам заезжают. Я попозже вам покажу это письмо и что они там написали нам, вот когда надо приходить в магазин утром. Утром тут никого нет, ну, по крайней мере, в нашем маленьком магазине. Так, я за перцем. Ух, какой выбор. Сейчас будем выбирать перец. Зеленый мне не нравится. Возьму, наверное, желтенький и красненький. И посмотрите, какая цена на перец. Эти 2 штуки. Ну, там полкилограмма. 4,29. Красный полкилограмма. 4,44. На развес килограмм 7,99. Это что за цены на перец? Я в шоке стою. Что дорогой перец. Не знаю, брать и не брать. Ну, что я вам скажу. Купила Филадельфию, сливки, пюрешку сегодня хочу делать. И 4 перца. Чек. Перец красный 4,44. Паприка микс 4,29. Филадельфия евро 85. И сливки евро 0,9. Итого 11,67. За вот это вот все богатство.
Все, окончательно принято решение максимум засаживать дачу, потому что ну, с такими ценами на овощи далеко не уедешь. Ну все, я сделала семена с перца. Где-то тут желтое, где-то тут красное. Я не подписала, но в общем не важно. Я не знаю, это, конечно, много семян для меня одной. И на даче столько земли нету, я не знаю, что с ними делать. Может быть, часть сделаю рассаду, а часть оставлю, не знаю, на потом. Так, по поводу писем. Я уже несколько раз рассказывала по этому поводу, но есть еще такой момент, что когда я еще училась, занималась репетитором в Украине, она мне рассказывала, что бывает, что соседи пишут друг другу письма. Да, я такого, конечно, ну, я думала, что это было как-то раньше, когда-то там, да, вот, ну, думаю, странно как-то, что значит соседи пишут друг другу письма. Ну, вот мы получили письмо, вот оно выглядит вот так вот. Значит, тут написано: дорогие будущие соседи, на этой неделе мы переезжаем в ваш дом на 3-й этаж, вот, и переезд будет 28.02 с 8 до 18. Просим у вас извинения за то, что будет шумно, что будут проводиться какие-то работы, стучать, работать будет дрель. Вот, и некоторый шум будет еще в понедельник и в среду. Ну, понятно, люди переезжают, вешать будут какие-то полки, что-то там носить. Они сегодня целый день, кстати, носили мебель. И они за это просят прощения, предупреждают о том, что будут такие неудобства, но они постараются, чтобы ну, шума было минимально, но насколько они смогут. Но сам факт, понимаете, и подписали Франци и Лукас. Я их сегодня видела, это молодая пара, им тоже друзья помогали, ну, такие лет по 25, не знаю. Вот. Но сам факт, понимаете, что одни соседи пишут другим соседям. Я, кстати, мне тоже репетитор рассказывала о том, что, например, если намечается там какая-то вечеринка или день рождения шумно, то тоже надо как бы предупредить соседей, попросить прощения за то, что будет шумно, что день рождения, все такое, заранее приносим свои извинения. Либо каждому, вот как в данном случае, отправить это письмо по почте разложить, либо повесить на доску объявлений, у нас на 1-м этаже есть там доска, либо повесить на двери, ну, в общем, как-то оповестить соседей о том, что вот намечается какой-то там шум. Да, потому что в Германии в основном везде тихо. И я, кстати, с этим письмом вспомнила в прошлом году, у нас рядом гимназия, и нам тоже присылали письмо, ну, не нам, а все, я так понимаю, по кругу, всем домам, о том, что в гимназии такого-то числа будет выпускной, и дети будут, ну, праздновать выпускной в школе, и поэтому они извиняются за причиненный шум и громкую музыку, которая будет длиться до 12 часов ночи. Ну, так, не знаю, классно, мне кажется, вот. И ты, во-первых, ожидаешь и понимаешь, что будет шумно, и можешь на этот момент, допустим, куда-то уехать или просто не обращать внимания. Ну, как-то, не знаю, мне кажется, это очень классная история, когда ты предупреждаешь соседей о том, что, возможно, будет шумно, извините, пожалуйста, и таким образом и нету конфликта между соседями. Ну, в общем, классная штука. Вот. Немножечко я снимала видео про то, как мы ходили проверять зрение. Сейчас постараюсь быстренько рассказать, но не знаю, быстренько у меня мало получается. В общем, мы поехали на каникулах всем проверить зрение. Приехали мы в хорошую, достаточно известную фирму Фильман. Если я правильно называю, я извиняюсь, может, я неправильно говорю, как там правильно называется, но хорошая немецкая фирма, я знаю, еще в Украине о ней слышала, и у нас в Украине тоже есть, ну, филиалы, я так понимаю. В общем,
Мы пришли, очень много людей, очень много, но все как-то быстро, очень много персонала, поэтому ждать практически не пришлось, быстренько нас приняли. И что интересно, в Украине, когда проверяют зрение, вот, то одевают такие железные очки, и тут такие как бы места для стекол, и стекла вот так вот меняют, пока как бы не выставят зрение. Здесь такого нету, здесь такой аппарат придвигается к лицу, и, ну, я не знаю, это доктор, наверное, да, сидит и на компьютере клацает, а стеклышки автоматически меняются вот тут вот перед глазами, и, ну, и там цифры были, цифры называть, вот, потом четче, не четче, расплывчато. В общем, перед этим еще взяли мои очки и проверили, какие там стоят стекла. Эти очки мы перед тем, как ехать в Германию, это получается 2 года назад, мы все ходили проверять зрение, ну я и дети, имею в виду, муж-то был уже в Германии, вот, ему тут проверяли зрение, и тогда старшей дочери сделали новые очки, потому что у нее ухудшилось зрение, и мне сделали новые очки, но немножечко у меня ухудшилось, вот, младшая, все отлично. И он взял мои очки и проверил стекла, ну, какие у меня стояли там, как-то у них там какой-то аппарат, не знаю, он куда-то уходил с ними, пришел, ну и сказал, что у меня одно стекло было минус 0,75, второе минус 1,5, вот. И потом же начал вот этот аппарат и начал типа подставлять стеклышки, чтобы я сначала один глаз, потом второй глаз, потом оба глаза. Ну, как вся процедура такая же, только это через аппарат, ничего не одевали на меня. Вот, и потом он выставил, и я так четко прям увидела, знаете, вообще так хорошо. Вот. И он говорит, сейчас хорошо видно, я говорю, да, там нижнюю строчку отлично вижу. Вот. И потом в какой-то момент только так, клац, эти стекла перепрыгнули, и вот эти цифры, они как размажутся. И он говорит, а сейчас ваши стекла, в которых вы сейчас ходите, вообще ничего не видно. Я как начала смеяться, говорю, так там же ничего не видно. Он говорит, так я знаю. Ну, в общем, результат такой, что у всех все хорошо, у детей хорошо, у мужа все хорошо, ну, в смысле хорошо, нет ухудшений, да, когда у людей есть очки, тут главное, чтобы не было ухудшений, вот, а у меня, ну, практически в 2 раза ухудшилось зрение, вот, мы заказали мне новые очки. И, значит, такая есть услуга, что можно поставить, значит, стекла антиблик, потом есть какое-то там специальное покрытие для того, чтобы не было вреда при, ну, когда смотришь компьютер, когда смотришь телефон, какая-то там защита на стеклах, это дополнительно, ну, хочешь, не хочешь, ну, как бы выбираешь, да, потому что это дополнительные затраты. Потом еще услуга утоньшить стекло, ну, сделать его тоненьким, там, или супер тоненьким, там 3 вида было. Или оставить стекло как есть, ну, толстое, допустим, и либо утоньшить его в половину, либо вообще тонюсенькое. Я сказала, мне не надо ничего утоньшать, соответственно, это же разные деньги. Но дело не в этом, дело в том, что, ну, зачем мне утоньшать? Ну, у меня, во-первых, это когда сильно когда сильная потеря зрения, тогда стекла вот такие вот, там, знаете, такие толстючие, тогда их надо утоньшать. Как вот у меня у дочери, да, у нее сильно упало зрение, ну, давно. И если бы ей ставили те стекла, которые по ее зрению, у нее там были вот такие, ну, такие. Вот, конечно, я заказывала утоньшать стекло, ну, потому что девочка, чтобы красиво, зачем вот это вот нахлобучивание. У меня не так глобально упало зрение, чтобы прям там утоньшать эти стекла, ну, и вообще, мне как бы все равно вообще, как оно там выглядит, потому что, ну, у меня нету по этому поводу никаких ни комплексов, ни мыслей, мне вообще все равно, что обо мне думают окружающие, как я выгляжу в глазах окружающих, главное, чтобы в своих глазах я выглядела отлично. Самый прикол, когда мы уже получили очки, когда я их одела,
у меня первое время было ощущение, что у меня повылазили глаза настолько четко, я говорю, вау, у людей есть лица и даже глаза на лицах, ну, потому что до этого я ходила, конечно, я не видела, у меня были такие, знаете, размазанные пятна вместо лица у всех. Ну, в этом тоже есть свои преимущества, когда ты не видишь людей, то, ну, вот поэтому, наверное, я и привыкла, что мне все равно, как я выгляжу в глазах людей, потому что я все равно не вижу их реакцию на меня, да, нравлюсь я им, не нравлюсь, я все равно их в упор не вижу, вы мне все бледно-розовые. Вот, сейчас я вам покажу очки, которые у меня раньше были, ну, если кто-то забыл, и покажу новые очки, которые мы уже забрали и купили. А, кстати, по поводу очков, еще есть страхование очков. Там есть такое условие, что если вдруг они там поломаются или раздавятся, или если через год, по-моему, да, или через 2, или через год, не помню, у меня сильно упадет зрение больше, чем на 0,5, то тогда новые очки они мне сделают на 70% дешевле. Это входит в страхование. Я уже говорила, в Германии страхуют все на свете, все абсолютно, все что угодно. Вдох и выдох тоже можно застраховать, наверное, я так думаю. Сейчас очки покажу. Так, это мои старые очки. Кто смотрел, отсвечивает. Ну, я вот так покажу. Кто смотрел мои предыдущие видео, то я иногда была в них. Кстати, чехол дали новенький с очками бесплатно. И к нему салфетку. Вот, кстати, написано фирма. Так, сейчас новые очки. Ну, скажу сразу, очки выбирал мне муж, потому что я вообще не могла определиться. Он сказал, вот эти классные, берем, все отлично. Учительница моя первая, по-моему, да? Ой, какие вы сейчас, какие вы, какая я сейчас такая красивая, такая четкая, не размазанная. Я же когда снимаю видео без очков, я же себя толком тоже не вижу. Ну вот как-то вот так, вот такие вот очки. Я как-то пытаюсь, чтобы оно не отсвечивало, да? Ну, по-моему, неплохо. Мне нравится, у моего мужа есть вкус, поэтому он меня выбрал. Ой, все, я себя снова не вижу. Так, ну что, на сегодня все. Я и так уже много натарахтела, все вам рассказала, показала. В ближайшее время начинаю заниматься рассадой, потому что вроде бы у нас уже теплеет. Ну и пока она у меня еще прорастет, пока весь этот процесс, в общем, будем в ближайшее время с вами делать рассаду. У меня это будет впервые. Будем делать вместе, можете писать свои советы, потому что я никогда этого не делала. И надеюсь, у меня все получится. Сейчас на секунду еще покажу, что сегодня у меня на ужин. И все, и будем прощаться. Так, тут такие, как вам сказать, тефтельки в подливе. Понятное дело, что это все ПП, потому что всем должно быть полезно, я так считаю. Ничего жареного, все вареное. Пюрешечка это детям и мужу, мне нельзя. И супчик. Супчик просто куриный, картошечка, лук, морковка, зелень. И никакой зажарки, ничего, все вареное. Вот. Макароны мне нельзя, поэтому просто такой легенький супчик, который тоже мне можно будет кушать. Ну все, друзья, на сегодня уже буду прощаться. Мне еще смонтировать видео, надеюсь, сегодня же его выложу, потому что когда я их накапливаю, я потом вообще забываю, что хотела рассказать. Поэтому постараюсь день в день выкладывать видео, и сегодня еще выйдет видео, второй день моего марафона. Ну, кто смотрит. Все, всем пока-пока. Не забываем ставить лайк, писать комментарии. Всех люблю, целую.
Все буде Україна! Пока-пока!